Недавно одна из участниц моей арт-медиации задала себе вопрос. Если я стану свободна, не стану ли я тогда одинока? Я себе уже на него ответила. 5 лет назад я стала свободна и стала пугающе одинокой. Но потом это пугающее превратилось в ресурс. Мне нравятся картины Эдварда Хоппера. Они словно наполнены тишиной, пустотой, светом. Они уже давно стали каким-то символом одиночества, отчуждения и невысказанных эмоций. Эта картина напоминает мне меня 5 лет назад. Кажется, что женщина на ней напряжена и сосредоточена. Тень так плотно лежит на ее спине и плечах, словно давит на нее, как груз. А ее комната, она напоминает мне какой-то изолятор, в котором она оказалась совсем одна и не по своему осознанному желанию. Тогда 5 лет назад именно так я себя и ощущала. Одна в комнате, стены которой давят на меня. Сейчас я могу вспоминать это с улыбкой, но тогда, несмотря на то, что поменялись обстоятельства, одно давление сменилось другим. На смену радости от свободы пришел страх одиночества и пугающие условия новой реальности. Пусть и не сразу, не быстро, но я нашла выход из этой комнаты. Точнее, он всегда был там, просто я не видела его, потому что усталость от постоянного внутреннего противостояния лишала меня ясного видения. В тот период я боролась не столько с внешними факторами, сколько с неприятием тех ролей и обязательств, которые на тот момент стали частью моей жизни. Я упорно держалась за идею, что когда-нибудь все изменится, и я вырвусь, вместо того, чтобы встроить себя и свои желания в уже существующую реальность. Сегодня я живу иначе. Моя жизнь больше напоминает другую картину Хоппера. Эта женщина сосредоточена на себе и своем процессе. Ей никто не нужен сейчас, ничто не давит и не ограничивает ее. Есть только она, ее мысли и процесс. Когда я также сосредоточена на том, что меня по-настоящему увлекает, я перестаю видеть стены, которые есть вокруг. Они просто растворяются в том, что я делаю. Хоть реальность и изменилась, но в ней все так же есть давление от обстоятельств. Это словно неотъемлемые условия развития личности, которые просто сменяются формами. Но суть остается. И в этом давлении трудно начать процесс. Когда у тебя нет сил, творить что бы то ни было почти невозможно. Это была иллюзия. Я не была свободна. Внешне, да, но не внутренне. Мне хотелось наконец-то почувствовать внутреннюю свободу. Ту, в которой я осознанно начну выбирать себя. Не бороться, не убегать, не ждать, а делать что-то, что дает мне вкус жизни. Мое решение было простым. Я старалась вносить в свою жизнь элемент спонтанности, чтобы он разбивал эту привычную для мозга тюрьму. По-другому пожарить яичницу, переставить внезапно стол в другой угол комнаты, купить цветок. Просто внезапно потанцевать у зеркала. Эти маленькие акты спонтанности начинали менять траекторию дня. Пусть даже на миллиметр, но это давало ощущение, что я живая, чувствующая, выбирающая себя. Так я постепенно перешла из состояния страдания и пугающего одиночества к состоянию, наполняющего уединенность и умению выбирать себя даже в мелочах, особенно в мелочах. Так какой же ответ я дала себе на вопрос, если я стану свободна, не стану ли я тогда одинока? Как только ты становишься по-настоящему свободен внутри, осознанно выбираешь находиться в той реальности, где ты уже есть, находишь возможность быть собой даже в ней, выбирая себя в мелочах, ты по определению не можешь быть одинок. У тебя всегда есть ты. Ты для тебя. Всегда.